Я приветствую вас, представители знака зодиака Овен. Таро расклад. Знаки судьбы. События до конца апреля. Как меняется ваша реальность. Давайте узнаем, что скоро случится или произойдет, или что будет меняться, в какой сфере жизни, что неожиданно откроется или куда заведет судьба, знаки судьбы. И мы достанем 3 карты, как подсказки, что вам важно знать или важно услышать. Возможно, какая-то информация откроется или прояснится тот или иной вопрос. Итак, события до конца апреля 2025 года для овнов. И у нас сегодня колода добра. И первая карта, что вы, возможно, вычеркнули из своей жизни, а оно к вам вернется до конца апреля. С чем это будет связано? В чем вы думали, что поставили точку, оказалось ни разу не точка, а это запятая или вообще какое-то многоточие? Что прояснится, какая правда откроется, или, возможно, кто или что вернется. Ну вот есть какая-то данность, с чем это будет связано. И достанем еще 3 карты, как знаки судьбы. Первый знак судьбы. Может быть, это сфера жизни, куда заведет судьба, какие вопросы нам или в каком ключе, формате придется рассматривать. И третье. Что хотят передать высшие силы. Итак, что же вы могли вычеркнуть из своей жизни, а получается, что не вычеркнули? Ух ты, шикарная карта. Как ты такое вычеркнешь? Десятка воды. Это карта удачи, это карта семьи. Ну, знаете, удача, когда вы уже предпринимали что-то, и вот у вас все время что-то не шло или пробуксовывало, не могли решить, не могли договориться. Это, конечно, как символ десятка воды или кубков, это семейное счастье, взаимопонимание с близкими. Сама по себе история любви у кого-то может быть, или как выход из одиночества, мои дорогие. И в этой колоде карт это изобилие, благополучие, финансовое благополучие или решение, кстати, финансовых вопросов. Поэтому, правда, если даже была какая-то жизненная коллизия, когда вы не могли, ну, банально, какие-то платежи провести, или для вас именно по системе вашей финансов, заработков тоже что-то пробуксовывало. Скорее всего, выравнивается ситуация, но это также еще и богатство и знания. Поэтому знания какие-то, как завершающий, да, аккорд, сдача экзаменов может быть вполне. Но всеобъемлющая карта о личной жизни, правда, какая-то история любви продолжится, я, по крайней мере, вижу. И десятка воды – это все равно всегда баланс. Поэтому предполагается, это когда двое любят друг друга или двое хотят продолжать отношения. Это как и в нашей душе откликается, точно так же откликается и в душе конкретного человека. Может быть, воссоединение семьи. У кого-то, я могу предположить, и взрослые дети съезжают, и, значит, все равно вместе остаются. Семья есть семья. Но как две семьи, может быть, создают, да, взрослый ваш ребенок и уже строит какую-то свою историю счастья. И то поколение, которое уже более старшее, оно тоже в более спокойном, каком-то умиротворенном ритме может продолжить свои планы, потому что жизнь продолжается, и она прекрасна в любом возрасте. Давайте узнаем, в чем вы поставили, думали, по крайней мере, поставили точку, оказалось либо запятая, либо многоточие, девятка воды, мои дорогие. А вообще это карта богатства. Вот нам русалочка показана, нашла вот такой бриллиант. И ах, ну надо же, возможность конкретно заработать деньги или рассмотреть для себя новые возможности заработка, да, добавить как пассивный доход, может быть и так, и вы могли что-то изучать, вы могли также проходить как курсы, к примеру, да, изучать ремесло, и здесь вы будете завершать, вы к чему-то приступаете здесь, как возможно, по работе. У кого-то это может быть новая должность, и, понятно, она вам приносит другой немного доход. Какая-то перестройка бизнеса тоже, я предполагаю. Но по этой карте все же это карта конкретно изобилия, процветания, новых возможностей, все то, что я сказала. И все же в этой колоде это еще и карта дисциплины, мои дорогие, солидарности или где-то взаимообмен. Вот это то, что мы получаем, знаете, взаимодействие с людьми, но все же девяткой именно воды. Иногда она говорит о некоторой доле эгоизма и
эта самодостаточность может у нас так проигрываться. Но самое главное, самодоверие, но не должно быть самонадеянности. То есть перекоса все-таки явно какого-то не должно быть, чтобы вот не взыграла в нас какая-то нота эгоизма, когда мы хотим что-то сделать по-своему. Здесь будет для вас очень важно себе не навредить, потому что на кону ваше благополучие, мои дорогие овны. 2 карты до конца апреля уже перед вами предвосхищают какой-то достаточно плодотворный период, когда вы можете остаться довольными. И знаете, именно в этой колоде по 9 воды есть такой момент, когда исполняются наши желания. Когда для вас, знаете, вообще с учетом и десятки, спокойствие, мир, благополучие, ну и где-то удачное стечение обстоятельств. Поэтому вы думали, вот мы спросили, а оказалось многоточие или запятая. Правда, какая-то история у вас может быть продолжена, но в новом формате. Или пусть это через отношения, через работу. Но я не вижу тут какого-то, знаете, такого фиаско или финала, когда мы чем-то очень разочарованы. По крайней мере, обе карты говорят о спокойном течении жизни до конца апреля. Что же прояснится, кто или что вернется, или какая правда для вас откроется? Ну вот точно, правда откроется. По 7 огня, как минимум, мои дорогие овны, вы будете фильтровать свое окружение. По 7 огня это всегда что-то нужно от нас людям, причем самым разным. Нам не говорит эта карта о том, что это именно как бы вы хотите. Вот здесь есть риск на что-то согласиться и не просчитать до конца. Или делать что-то на шаблоне. По 7 огня это всегда как жезлы, да? И это какая-то наша активность, но по привычке мы можем продолжать какую-то активность, которая, тем не менее, для нас не принесет никаких благ, или не будет служить вашему прогрессу, или когда мы попусту потратим время, жизненные силы, может быть и нервы, а в результате бонусы получит кто-то другой. Поэтому тут может открыться правда о конкретном человеке. Здесь может открыться, к примеру, какой-то вопрос, которым вы именно занимались прежде. И тут вы поймете, что бессмысленно что-то продолжать. Причем отказаться от этого очень легко. По 7 огня или жезлов мы просто не включаемся в какой-то вопрос. Или мы отступаем полшага назад, ну, условно делаемся невидимыми для каких-то людей, для каких-то вопросов, для каких-то задач. И это будет наиболее правильная позиция. С другой стороны, вы еще учитесь для себя создать, ну, как запасной аэродром. Тогда это вам тоже буквально помогает. И вы можете некоторых персонажей оставить как запасной аэродром. Кто-то из вас может вот так незаметно раствориться, отступив полшага назад и выйти из какой-то темы. Или вы узнаете о конкретном человеке правду, и вы тоже что-то не захотите продолжать. И знаете, ведь это очень добрая карта. С одной стороны, это карта настойчивости, и здесь, вот именно если мы об этом колоде добра говорим, и прорисовала ее великолепный психолог, мои дорогие, таролог Колет Барун Рид. Так вот, она вложила такой смысл в 7 огня. Это как личный рекорд. Ну, понятно, если мы занимаемся нашим личным делом, и неважно, в какой-то области, либо у кого-то планируется личная жизнь, или личный рекорд все-таки это как, ну, построение карьеры, построение бизнеса, или ваше волеизъявление в том направлении, что вы хотите создать именно, да, это как ваша мечта, намерение, цель, иными словами. И мы движемся именно по этому заданному фарватеру, не распыляем свои собственные усилия в разные стороны, то тогда, вот как раз благодаря настойчивости, не включению в те дела, вопросы, которые больше интересны окружающим и не вам. Здесь проходит такой момент, как инакомыслие или свой путь, когда мы верны сами себе. Тогда мы сопротивляемся трудностям. Поэтому тут могут разные метаморфозы перед вами открыться, но у вас, мои дорогие овны, сильная позиция. Знаки судьбы. Куда же вас заведет судьба? Давайте, или что хотят сказать высшие силы?
Еще одна семерка. И знаете, что-то будет продолжено по семерке Земли. Это совершенно точно. Есть какая-то стратегия, которая вам интересна. Где-то вы уже видите либо планы, причем так грамотно и, знаете, спокойно. Очень, как вот с хладнокровием готовы что-то просчитать и будете продолжать. Но, скорее всего, вы будете видеть как раз до конца апреля, что для вас продолжать нет смысла. И это то, что становится либо на паузу, можно сказать, как знак судьбы, тебе туда не нужно, например, то, что ты хочешь продолжать, или то, что ты понимаешь, как добрые дела наспех не делаются. Конечно, мы от этого не отказываемся. И это будет, мои дорогие, вот как по десятке и девятке. Именно важно вам, не кому-то, а это как ваше качество жизни новое. Тогда мы это продолжаем. А мы перестаем ждать того, кто не придет, или перестаем быть в ожидании, к примеру, если вы намереваетесь поменять работу или найти новую работу, то тогда мы тоже не должны зависеть от окружающих, понимаете? Вам пообещали, вы, может быть, ждете, иногда ждут месяцами. Я вот знаю, это удивительно, но на самом деле иногда люди способны просто словам. И даже если за словами ничего конкретного не идет, они все равно ждут. Вот в ждуна мы не превращаемся по этой карте, потому что больше рационализма. Мы понимаем, что нет, тут все-таки наше счастье в наших руках. И это своеобразный перекресток решения, новая стратегия, и конкретно прописано даже такое значение – сменить пластинку. Видимо, где-то вот эти две семерки и будут означать какую-то перезагрузку, которая будет связана отчасти с окружением или есть прогресс или нет прогресса. Вот такой знак судьбы. Как если был какой-то уже стопор, подумай, Овен, а нужно ли тебе двигаться в этом направлении? Знак судьбы, давайте вторую карту, ух ты. 15-й аркан, но в этой колоде искушение. Это как проверка на прочность. С одной стороны, я вам скажу, знак судьбы, вы получите деньги. И десятка воды, девятка воды тоже, кстати, о деньгах нам говорят. И вы знаете, тут ведь очень правильное какое-то мудрое решение вы должны принять по деньгам. Это именно как знак судьбы. Значит, словно судьба, высшие силы вам хотят сказать: Овен, ты деньги получишь в апреле. До конца апреля у тебя, правда, какая-то финансовая ситуация однозначно выровняется. Или могут прийти большие деньги, если вы таковые заработали. Но, может быть, задерживались, еще какая-то неурядица была. В итоге вы их получаете до конца апреля. Но, опять же, пересмотрите статью доходов и расходов. Потому что есть всегда соскользнуть на какие-то, ну, как возможность, на какие-то приятные эмоции, искушения, да, нам чего-то хочется. Нам чего-то хочется приобрести, например, да. А аркан говорит: нет, этому не время. Он где-то подсказывает: тебе сейчас высшие силы помогают решить финансовые вопросы, потому что эти финансы ты должен кумулировать. Не рассредоточить, не раздробить, а именно как в одну кубышку сложить, может быть, да. Будь внимателен вообще предельно. Не участвуй в лотереях, я всегда об этом говорю. Мой расклад не единожды не подходит для этого. Это, знаете, как деньги на ветер. Это вот с учетом, тем более, 15-го аркана, даже не поддавайся какому-то искушению. Здесь, знаете, рационализм от начала до конца. И все то, что мы говорили по предыдущим картам, ну, наверное, дважды для вас имеет значение. Здесь есть какая-то привязанность. Привязанность к материальному, понятно, миру такое тоже может быть. Но о чем говорит нам карта в этой колоде? Не выходи за пределы допустимого, иначе какая-то игра переходит в опасность. Вот так, мои дорогие овны, и это как знак судьбы. Что вам хотят передать высшие силы? А это некоторое обновление, вестник Земли. Это ваше намерение, то, что вы будете продолжать, или то, что даже нужно продолжать. Есть элемент всегда, ну, знаете, как, безусловно, мы к чему-то прикладываем усилия, трудолюбие, честность, преодоление каких-то препятствий, выносливость. Но в этой колоде карт разумные действия. Очень интересно у вас легли, мои дорогие овны, карты, поэтому я хочу достать еще одну карту как подсказку или как совет. Какие-то разумные действия, потому что вы будете продолжать
И точно так же мы можем это отнести к вашему социуму, окружению во время каких-то важных решений. По крайней мере, я так вижу. При том, что очень благополучно складывается обстановка. Четверка землей, да, вот где-то нам говорит о том, что мы можем пытаться что-то удерживать. Для кого-то из вас это может быть и та история, которая как заезженная пластинка, кстати, которую пора сменить. Но, тем не менее, по деньгам эта карта говорит однозначно, будь жадиной. Вот конкретный такой совет эта карта говорит. Не, может быть, не время пока каких-то, ну, важных покупок, может быть, даже так. По этой карте, это карта собственности и надежности, поэтому доверяй людям надежным. Ну и проектам, наверное, мои дорогие. Или если вам что-то предлагают, проверьте на прочность, проверьте на какой-то прогресс. И у меня есть еще одна колода, я ее приготовила на всякий случай. Вы знаете, очень добрые карты, но тем не менее. Давайте, это у нас колода 78 дверей. И мне хочется достать дополнительные карты. Какие двери перед вами открыты, а какие закрыты? Здесь принципиальное значение имеют двери. Как вы, ну, наверное, я ничего не буду больше тянуть, мои дорогие овны, потому что у вас выпадает аркан Солнца. Это как путь к свету. Это какая-то тема, которая, может быть, карты вам подсказывают. Вот был лабиринт, да, вот он уже завершился. Вы как центр ваших собственных интересов, да. Вы можете столкнуться с эгоизмом, потому что по аркану Солнца иногда проходит и эгоизм. Но это карта изобилия и благодарности. Поэтому здесь может быть как помощь высших сил, так и помощь людей конкретно. Не забывайте, мои дорогие овны, благодарить того, кто вам помогает, благодарить высшие силы, неважно, какого вы вероисповедания. Скорее всего, до конца апреля вы определяетесь с каким-то своим проектом, с какой-то своей целью. Или по отношениям тоже делаете какие-то очень важные выводы, что вы намерены продолжать, а что нет. И я могу предположить, вот это самое определение или какой-то даже выбор, который у вас состоится до конца апреля, эта тема будет продолжена до конца 2025 года. И это своего рода путь к солнцу, путь наверх, к новому качеству жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.